Рада вас видеть в своем саду и на своем канале. Кипарисовик Ивонны. Золотистая хвоя, которая не меняется ни зимой, ни летом. Сегодня обнаружила в своей аллее из 10 кипарисовиков проблему. Расскажу вам, как ее решить, пока они еще такие небольшие. Возможно, кому-то этот мой совет пригодится. Все легко и просто. Невероятный у них цвет, золотистый и веероподобные, как веера, такие ветки. Я вообще кипарисовики люблю, влюбилась, посадила пару штук возле входа в дом, там обзор буду делать, покажу вам, и влюбилась и пропала. Решила отделить зону стоянки, где у нас машина стоит. Тут будет стоянка большая на 3 машины. Я так точно знаю, потому что я вам говорила, я все распланировала, нарисовала заранее. И вот эта аллея будет отделять нам, вот такое для сада не очень красивое место с машинами. Ну, хотя там все хорошо будет. Вот он, этот наш красавчик, проблемный. В чем, значит, проблема? Смотрите. У всех высота с мой рост. И из-за этого этот еще выше. Тут выше. Ой, меня неудобно. А что же случилось с этим малышом? С таким ярким, солнечным. В прошлом году я уже его так рассматривала, но, видимо, то ли у меня не хватило времени, то ли что. Я нашла, что у него вторая вершина. Вот, вторая вершина. Я ее обстригла. Она начинается, вот она, где начинается. И я ее обрезала. Но он все равно в рост не тронулся. Видите, такой коротыш. Хотя у него вот вершинка. Но он сантиметров на 40 точно ниже, чем все остальные получился. Мышка, давай выходи оттуда. Ты мешаешь. Ну, стала крутить, вертеть его заново. И нашла вот, как я проглядела. Не, мышка, не тебя. У него вообще 2 ствола, 2. Как я не увидела, я не знаю. Вторую вершину увидела, а то, что 2 ствола, хотя покупался он. Ствол один. Вот. Видите? Один. Раздвоение идет сантиметров 10. Видимо, я смотрела так, с одной стороны ствол, да и ствол. Силы все растение тратила на 2 ствола. Один и другой. В общем, что делается в этом случае? В этом случае просто убирается лидер. То есть второй ствол. Что надо было сделать? Надо было сделать это сразу после покупки. Выбрать более сильный побег и оставить его расти вершиной. Я это прогавила. Пропустила. Я это пропустила. Все они у меня ровные, красивые. А этот разошлись. И этот красивый. Я, кстати, почему обратила на него внимание, он пушистей, чем остальные. А пушистей почему? Потому что он в 2 раза шире,
И поэтому он пушистый. У него все силы и сюда шли, и сюда. В общем, я выбрала этого лидера ненужного. Сейчас покажу видео, как я взяла его, просто прищипнула. А вот тут думаю, убирать короче или не убирать. Жалко, как бы такой объем уже хороший. Вот этот будет у нас главненьким. Наверное, пока не буду. Пусть он немножко и отстает. Да, Майя? Майя считает, что да. Ева ей поддакивает. Пусть будет. Он выбивается из аллеи, понятно. Но, думаю, нарастет. Я удобрением их осенних подсыпала. А этот вторую тоже низко сильно не захотела. Разницу сделала сантиметров 40 между вершиной и обрезкой. И опять же, помните, я вам говорила на внешнюю почку. То есть у нас остался побег, который тут, он растет наружу. Потому что если бы мы ниже чикнули, этот бы в крону в середину ушел. И лишнюю тень бы только создавал. Кипарисовики, кстати, надо на солнышке садить. Они любят солнышко. Вообще в более северных регионах они подгорают. Не знаю, я когда покупала, меня предупредили. Лучше кипарисовики не покупайте. Вам придется их укрывать зимой. Танцы с бубном, в общем. Но они мне понравились. И знаете, что интересно? Что у него цвет хвои. Я еще хочу тоже видео, идея такая есть, снять. Про цвет хвои у хвойных. Каламбур такой получился. Не теряют вот эти кипарисовики и воны. Не теряют свой цвет. Может быть, они немножко ярче весной и летом. Но сюда покупались по той причине такие, чтобы зимой было весело, понимаете, чтобы яркая такая картинка была перед глазами. Зимой нам не хватает чего? Не хватает красок. Почему-то это грустно, сладкого хочется. Цвета нету в саду. А вот эти кипарисовики, они вот такие красивые все время. Зимой и летом одним цветом, как елочка. Но даже елочки, они темнеют. Сейчас покажу. Купила 3 месяца назад другой кипарисовик Pelz Blue. И с такой же проблемой. Но там я эту проблему видела в питомнике. Просто он был последний. Этот Pelz Blue. Сейчас покажу. Ну вот тут видно, как я секатором определяю, сколько мне обрезать. Это который короткий. Вообще у кипарисовика получилось 2 лидера и 1 главный. Куда я смотрела при покупке? Всегда обращайте на это внимание. Разобрать крону и посмотреть. У кипарисовиков эта проблема вообще. Они растут одной вершиной и ветвятся вот такими веерами. Ну, лучше поздно, чем вообще. Если бы он был 5-метровый у меня, я бы тогда о чем-то задумалась. Вот я тут смотрю, сколько же мне убирать. Вначале немножко, как бы жалко. Он такой пушистый, красивый. Немножко убрала. А потом походила, посмотрела и еще сантиметров 15 обрезала. Ну, примерно, ну, не наполовину, я его чуть больше. Срезы обрабатывать ничем не надо у хвойных. Они сами себя заживляют. У плодовых мы садовым варом замазываем, а у хвойных ничего делать не надо.
те веточки, что мы обрезали. Так, смотрю, еще сейчас, по-моему, раз обрежу. Да. Те большие ветки, что мы срезали, видите, их можно на 2 веточки тут разделить и укоренить. Я там даже где-то и воткнула. В теплицу не захотела. Просто пошла в грядку, воткнула. Хочешь — вырастешь, не хочешь — не вырастешь. У меня так 2 куста можжевельника принялись. Думали, выбора у них нету, надо дальше жить. Пустили корни. Вот довольно большой срез получился. И тоже на наружную почку, чтобы сюда веточка нам шла. Но издалека даже получилось и не видно. Он выбивается только ростом. Вот у него один главный лидер остался. Только ростом и сильной пушистостью. Сейчас покажу тут голубой пельцблю. Он еще совсем молоденький. Думаю, с ним все хорошо вообще будет. Вот он, голубой наш красавчик. Небесно-голубая хвоя. Из всех кипарисовиков он самый голубой, самый. И видите, у него та же проблема. 2 ствола. Вот, ближе видно. Вторую вершину я сразу убрала при посадке. Вот она уже тут и заросла. У него раздвоение, вот где пошло. Изначально тоже один череночек был. По структуре хвои он такой же, как и ивонные. У него немножко не спадающие вот эти вот края веточек. Но сейчас он маленький, не так видно. А вот видно. Видите? Вот так немножко падает. А у меня Люми Голд, по-моему, кипарисовик, еще там есть что показать. То у них ветки веера более прямо стоячие, и структура ствола другая. Ну ладно, я про кипарисовики. Потом, в общем, вот такое коротенькое видео, какое я вам хотела показать. Проверяйте вершины. Не бойтесь покупать. Если есть, связывать тут не надо. Он потом распушится, хвоей закроется. Так же само, как и... Ой, что это, малышня? Прям засаду какую-то устроили. Распушится, и будет красота. Подписывайтесь на наш канал. Будет много интересного.